Добрый день, дорогие друзья, с вами Архивная революция и я, Михаил Тимин. И сегодня у нас экстренный выпуск. Дело в том, что вчера в газете Die Welt была выпущена статья ведущего редактора исторического раздела, некого Свена Феликса Келлерхофа, и она посвящена сражению под Прохоровкой. Для того, чтобы поговорить на эту острую тему, мы пригласили ведущего военного историка, кандидата исторических наук Алексея Валерьевича Исаева. Алексей Валерьевич, приветствую. Здравствуйте. Я так понимаю, у нас есть что сказать немецкому журналисту. Безусловно. То есть вообще, конечно, повод вполне очевидный. Вместо того, чтобы, например, честно рассказать о последствиях операции «Багратион» или даже о поражении немцев на Западном фронте, проще вспомнить в некруглую дату о том, что немцы считают своим успехом, вытащить это из закромов и размахивать. Правда, размахивание получилось на самом деле достаточно беспомощным, поскольку назывались совершенно не лезущие ни в какие ворота цифры, которые, в принципе, уже давно опровергнуты и считаются неверными. Это касаемо потерь советских войск, что и потери советских войск завышались, а потери, соответственно, немецких занижались. Это еще было объяснимо во времена Холодной войны, но сейчас, на уровне 21 века, это выглядит довольно смешно на самом деле. Вкратце, я думаю, стоит напомнить нашим зрителям о том, что речь в статье идет о бое на Прохоровском поле. Там, 12 июля 1943 года. При этом были привлечены исследования, сделанные на основе аэрофотосъемки. Аэрофотосъемка, дата, причем, что интересно, в самом исходном материале нет ни одного целого снимка с компасом и временем. То есть вообще даже то, что это 16 июля, приходится, как говорится, джентльменам поверить на слово. Не проблема, поверим, но 16 июля, 4 дня спустя после 12-го. Любую поврежденную машину к тому моменту, даже если это 56-тонный «Тигр» с контролируемого немцами поля сражения, можно было вытащить и дотащить до Тамаровки, где она ждала бы своего часа стать советским трофеем до августа 1943 года. Поэтому выводить из аэрофотосъемки на 16 число, сколько было потеряно немецких танков, совершенно бессмысленно. Вообще в чем проблема? Не все знают, что донесение о потерях за 12 июля дивизии Лейбштандарт СС Адольф Гитлер в природе просто не существует. Его нет нигде. И, соответственно, потери данного соединения, которое, собственно, и было противником 29-го и 18-го танковых корпусов на Прохоровском поле 12 июля 1943 года, их приходится вычислять с допущениями. Соответственно, Фризер делает допущение, чтобы преуменьшить. А если считать, называется, делать допущение в пределах разумного, то есть количество возвращенных из ремонта машин и прочее, то величина получится на порядок другими. То есть потери Лейбштандарта и Дасрайха, которые отражали удар, подчеркну, 5-й гвардейской танковой армии в целом, потому что ротмистру подчинили еще 2 ранее воевавших и уже изрядно потрепанных танковых корпуса, которые участвовали в бою 12 июля, находясь формально в его подчинении. Они были не на Прохоровском поле, они были сильно южнее и воевали с дивизией Дасрайх. И если посчитать потери Лейбштандарта и Дасрайха, то получится не меньше полусотни машин. То есть не 5, а 50. При том, что главным участником боя с немецкой стороны была все же артиллерия, противотанковая артиллерия, поскольку они находились в обороне на всякий случай. И опять же, говоря о Прохоровке, и исследователь, и Келлерхоф, они как-то мило забывают о том, что Прохоровка показала, помимо, может быть, необоснованных надежд на успех контрудара со стороны советской стороны, Василевского, в какой-то степени Ватутина, еще и то, что немцам не был вскрыт подход 5-й гвардейской танковой армии к полю сражения. И на нее никак не воздействовали. Но дважды повести армии Ротмистрова не могло, чтобы и средь бела дня подойти, и вообще налет был, случайно зацепили один противотанковый полк.
гигантские колонны 5-й гвардейской танковой армии, включая стояние 7-часовое в пробке у переправ. Старый Оскол, по-моему, да? Да, Оскол. Да. Оскол. Да, переправы через Оскол стояли неподвижно 7 часов днем, большей частью днем. Никто ничего не бомбил. Вот дважды повести ротмистрова не могло, чтобы он еще и попал в удачное место. В удачное место 12 июля попал с бригады, которые атаковали 48-й корпус, и они, что называется, заставили его вертеться на своем хвосту. То есть, действительно создали большие проблемы. Это на Обоянском направлении, соответственно. Да, это уже в полосе 1-й гвардейской танковой армии Катукова. То есть, это направление противоположное от Прохоровки. И там противником был 48-й корпус. То есть, дважды повести не могло, атаковали в невыгодных условиях, да, понесли тяжелую потерю. Но при этом эти потери – это 253 машины, подбитых и сгоревших именно на Прохоровском поле. Но это не 300, не 600. И, опять же, само появление 5-й гвардейской танковой армии, оно означало остановку наступления немцев на южном фасе Курской дуги. Да, вот почему-то милые немецкие журналисты и исследователи забывают сказать одно. 12 июля вообще-то наступали немцы, не Красная армия. 5-я гвардейская танковая армия наносила контрудар, а 3-я дивизия 2-го танкового корпуса, «Мертвая голова», она наступала вообще-то. Она наступала в излучине реки Псел. И главной целью ее был выход как раз-таки в тыл 5-й гвардейской танковой армии, которую они, собственно, не знали. Да, они не знали, но в тыл советским войскам в районе Прохоровки. Да, в чем была как бы проблема, если чуть-чуть, что называется, вернуться на один день назад. 11 числа немцы же пытались брать Прохоровку штурмом. Что из этого получилось? Они рванули на то самое поле, на котором сейчас стоит колокольня, часовня, которую предлагают нам снести, что сама по себе затея безумная. Их с другого берега реки Псел обстреляли артиллерией, реактивными минометами «Катюша». Они вынуждены были откатиться назад. И Лейбштандарт, что он делал? Почему он стоял в обороне? Он ждал результатов наступления соседа, то есть «Мертвой головы», в излучине Псела, где, кстати говоря, Татенков понес чувствительные потери, как минимум сопоставимы с теми, что потерял Лейбштандарт и Дасрайх, находящийся в обороне. Ну и кроме того, отметим, что там советских танков в тот момент вообще не было. Практически. Там единичные, может быть, были экземпляры. Там они напарывались на оборону противотанковых пушек, подрывались на минах. И, вообще говоря, день 12 июля, он очень многогранный. И сводить даже один день только к атаке 2 корпусов на Прохоровском поле, это бессмысленно. Надо понимать, что результатом этого дня с точки зрения немцев, вот если взять немецкие карты обстановки на вечер предыдущего дня и на вечер 12 июля, и если вот так вот посмотреть на них, что называется, глазами противника, то видно, что 12 июля обстановка очень грустная. То есть появились какие-то новые резервы, ранее не вскрытые, и с ними уже ничего явно не сделаешь, потому что с 5 июля начала наступления до 12, и, собственно, 12 понесены потери, и продвинуться куда-то на север в сторону Курска нереально. Можно было достичь только каких-то ограниченных целей, а продвигаться на ту же Прохоровку, захватывать склады 6-й гвардейской армии, это нереально. К тому же в «Мертвой голове» повторять наступление, рискуя тем, что а вдруг завтра, как говорится, русские возьмут и ударят при мощной артподготовке, снесут противотанковую оборону, выйдут к мостам, и Татенков прикажет долго жить на другом берегу Псела. Отрезанный. Да, отрезанный, потому что реально корпус Бахарова практически дошел до переправ. То есть он находился, прошли бригады по берегу реки, Псел вообще речка небольшая, но с заболоченной поймой. Они проскочили практически до переправ Татенкопфа и были фактически в 2 шагах от того, чтобы их уничтожить, и в любом случае тогда бы бронетехнику было нечем переправлять. Так что находились 12 июля в 2 шагах от создания катастрофической ситуации. Несмотря на то, что да, время, место, обстановка не благоприятствовали контрудару. И вот это вот сведение всей Курской дуги к конкретному Прохоровскому полю – это ошибка. Я считаю, что это даже не совсем ошибка, я думаю, с той точки зрения, с которой выступают, скажем так, журналисты
немецкие, да, это какой-то ревизионизм, на мой взгляд. Причем вот такой вот беспардонный, наглый и совершенно необоснованный. И помимо, что называется, желания криком и хайпом заслонить события 75-летней давности, главный-то посыл. Что вы поставили памятник? А где он стоит, памятник? Он напоминает, даже безотносительно того, что памятники нам напоминают о подвиге погибших, он стоит там, где остановилось немецкое наступление, последнее наступление со стратегическими целями. Он знаменует поворотную точку во всей Великой Отечественной войне, когда немцы стали, после этого они только оборонялись и отступали. А вот последнее стратегическое наступление, вот докуда они дошли, и вот там стоит памятник. После этого они развернулись назад, и вот этот бег уже, что называется, лейбштандарт добежал уже до Вены. Совершенно справедливо. Ну и, опять же, брать локально бой на одном направлении, отбрасывая, так сказать, сражение в излучине реки Псел, отбрасывая сражение 48-го корпуса на Обаянское направление, отбрасывая сражение 3-го моторизованного корпуса, который наступал еще южнее, в районе Ржавец, да, который тоже был остановлен 12 июля и не смог соединиться, соответственно, с 2-м танковым корпусом СС у Прохоровки. Как-то довольно странно, на мой взгляд. Даже если вдруг решили 76 лет, вспомните именно Курскую дугу. Задается вопрос, как говорится, Каин, где брат твой Авель, куда пантеры-то делись? Да, то есть 200 пантер. К 12 июля от этих 200 пантер осталось хорошо, если пара десятков, которые были способны поехать в бой. Остальные были раскиданы в виде тушек разной степени пригодности к ремонту на всем пространстве, где оборонялись танкисты Кутукова. Почему про это не вспоминается? Почему, опять же, вот это вот наступление армейской группы Кемпф? Ведь армия Ротмистрова, если уж решили поговорить об армии Ротмистрова, она была разделена надвое. И механизированный корпус из нее отправили как раз подпереть оборону 7-й гвардейской армии Шумилова. И с этим механизированный корпус вполне себе справился. А вот это вот сведение сражений, в котором реально участвовали миллионы, сотни тысяч, по крайней мере, людей. Не, ну если брать вообще и наступление, и оборону, и все, так сказать, то там реально получается огромная масса людей и на огромном пространстве. Если брать именно Курскую дугу, еще, кстати, своеобразие немецкой историографии, для них Курская дуга – это вот только операция «Цитадель». Да. А то, что после этого были операции Кутузов, заставившие их эвакуировать Орловский выступ, Румянцев, который стал, собственно, стартом их отступления к Днепру и потери Харькова, это тоже как бы остается за кадром. То есть попытка была сделана на якобы, так сказать, однозначно успешном эпизоде, который неоднозначно успешный с точки зрения, так сказать, военной стратегии, напомнить вот о том, что вот был, так сказать, белый пушистый вермахт, которому только фюрер постоянно мешал. И эта ситуация в целом, она еще же чем характерна? Контрудар был неудачный, да, понесли потери, но на следующий день, как известно, Гитлер отдал приказ о прекращении операции «Цитадель», правильно? О свертывании. Да, единственное, что он позволил своим генералам, это срезать 48-й стрелковый корпус 69-й армии. На южном фасе. На северном фасе остановка «Цитадели» что это? Переход в наступление Брянского и Западного фронтов. То есть день 12 июля, он очень многогранный. Если посмотреть, что делалось под Орлом, там, опять же, как читаешь там советский отчет, после артподготовки наступали в полный рост. Опять же, если мы обсуждаем там всякие неуспешные контрудары, контрудар 5-й танковой дивизии в ходе отражения операции Кутузов. Полнейший разброд, шатания, массовые потери техники. Строго говоря, 5-я танковая дивизия недалеко ушла от двух корпусов на Прохоровском поле с точки зрения относительного процента потерь. Об этом как-то вспоминать не хотят. Хотя, вообще говоря, история – это все же попытка извлечь уроки. Уроки на будущее, в том числе, как говорится, в философском плане. А пытаться вот прятаться в какие-то норки, говорить, зато мы ого-го,
Зато мы, как великий Фридрих, но без порочных наклонностей, это позиция, просто она и внеисторичная, и на самом деле опасная с точки зрения, так сказать, политики и психологии. Ну, тут, наверное, можно сложно, так сказать, закрыть вот поток подобной информации, да, она будет, наверное, и дальше продолжаться, может быть, даже нарастать, потому что это уже не первые, собственно говоря, вот подобные вещи, да, подобные выступления. И Валерий Николаевич Замулин рассказывал в одной из передач, что сейчас появляется все больше и больше голосов в Германии, которые радуют как бы вот за некий такой вот пересмотр итогов Курского сражения, непосредственно Прохоровского сражения. И с нашей стороны, наверное, было бы правильно не как бы кричать в ответ, да, там, лозунги, опять же, а просто делать свою работу должным образом. Это было, наверное, невозможно там в свое время советским историкам, потому что все-таки огромный массив документов, как немецких, так и советских, был просто закрыт для исследований, да, и, может быть, из-за этого, в конце концов, и вот случилась вот эта вот вещь в историографии советской, то, что вот все сражение в районе Прохоровки свели там к одному дню 12 июля, да, что и позволяет да, сейчас на самом деле, людям говорить такие вещи. Да, у нас есть Валерий Николаевич Замулин, который сдается в том числе и на Западе. И на немецком языке в том числе, и на английском. Да, поэтому тут, что называется, ответом может быть в том числе читайте. Изучайте. Да, изучайте, что называется, реально документы открыты, и правильный подход – это изучение с обеих сторон, а не пытаться, как говорится, хвататься за какие-то огрызки информации, которые можно интерпретировать, как мы были как великий Фридрих.